Антарктида считается самым загадочным континентом нашей планеты. Огромные ледяные пространства, суровый климат и почти полное отсутствие постоянного населения делают этот материк одним из самых малоизученных мест на Земле. Толщина льда здесь достигает нескольких километров, а температура зимой может опускаться ниже минус 80 градусов. Несмотря на такие экстремальные условия, ученые уже более 200 лет отправляются сюда в экспедиции, чтобы исследовать этот ледяной мир. За это время им удалось сделать множество удивительных открытий. Однако огромная часть континента до сих пор остается неизученной. В этом видео я расскажу о 14 невероятных находках, обнаруженных в Антарктиде. Некоторые из них подтверждены наукой, а другие до сих пор вызывают множество вопросов и споров среди исследователей. Номер 1. Лохнесское чудовище Антарктиды. История о лохнесском чудовище известна во всем мире. Считается, что загадочное существо может обитать в шотландском озере Лох-Несс. Многие ученые считают эту легенду всего лишь мифом. Однако в Антарктиде действительно были найдены останки огромного морского существа, которое внешне могло напоминать подобного монстра. В 1989 году палеонтологи возле острова Сеймур обнаружили кости неизвестного животного. Сначала ученые даже не могли точно определить, кому они принадлежали. Экспедиции возвращались на это место много лет подряд, и только спустя более 20 лет удалось собрать почти полный скелет древнего существа. Всего было поднято около 800 килограммов костей. После длительных исследований выяснилось, что это был гигантский элосмозавр, морская рептилия с невероятно длинной шеей и мощным телом. Длина этого существа могла превышать 10 метров. Элосмозавры жили десятки миллионов лет назад, когда климат на Земле был совершенно другим. В те времена территория современной Антарктиды была намного теплее и покрыта морями, в которых обитало множество необычных животных. Вероятно, такие хищники могли охотиться даже на крупных рыб и акул. Номер 2. Возможная Атлантида подо льдами. Одной из самых загадочных гипотез, связанных с Антарктидой, является теория о том, что именно здесь могла находиться легендарная Атлантида. Эту версию предложил американский ученый Чарльз Хепгуд. По его мнению, примерно 12 тысяч лет назад произошел так называемый сдвиг земной коры. В результате огромные участки суши могли переместиться на тысячи километров. Согласно этой теории, Антарктида когда-то находилась ближе к экватору и имела гораздо более мягкий климат. В таких условиях на континенте могла существовать развитая цивилизация. Однако после перемещения материка температура резко снизилась, и вся территория покрылась льдом. Предполагается, что возможные следы этой цивилизации могут до сих пор находиться под многокилометровыми ледниками. Интересно, что предисловие к книге Хепгуда написал сам Альберт Эйнштейн, что добавило этой гипотезе дополнительную популярность. Номер 3. Гигантская дыра во льду. В 2017 году ученые обнаружили на спутниковых снимках необычное явление – огромную дыру в ледяном покрове Антарктиды. Размеры этого отверстия оказались настолько огромными, что по площади его сравнили сразу с 2 московскими областями. Такое явление называется полыньей. Это участок открытой воды среди льда. Однако обычно такие образования намного меньше. Именно поэтому находка вызвала большой интерес у ученых. Некоторые исследователи считают, что подобные дыры могут образовываться из-за теплых океанических течений или сильных штормов. Другие предполагают, что причиной могут быть сложные процессы, происходящие в глубинах океана. Несмотря на современные технологии, изучать такие места крайне сложно из-за суровых погодных условий. Номер 4. Древние метеориты. Антарктида является одним из лучших мест на планете для поиска метеоритов. Здесь практически нет растительности, а темные камни космического происхождения легко заметить на фоне белого льда и снега. Кроме того, холодный и сухой климат помогает метеоритам сохраняться в хорошем состоянии на протяжении тысяч и даже миллионов лет. За последние 50 лет ученые обнаружили здесь более 40 тысяч метеоритов. Некоторые из них оказались старше самой Земли и помогли ученым лучше понять процессы формирования Солнечной системы. Исследование этих космических камней дает возможность узнать, из чего состоят астероиды и какие вещества присутствовали в космосе миллиарды лет назад. Номер 5. Жизнь под километром льда. Долгое время ученые считали, что под многокилометровыми слоями антарктического льда жизнь невозможна. Там нет солнечного света, температура крайне низкая, а давление огромно.
Однако исследования показали совершенно неожиданную картину. На глубине около 1 километра подо льдом ученые обнаружили разнообразные формы жизни. Среди них оказались морские пауки, небольшие кальмары, черви и даже прозрачные рыбы. В 2021 году исследователи нашли неизвестные ранее организмы, напоминающие губки, которые прикреплялись к камням. Это открытие стало важным для науки, потому что показывает, что жизнь может существовать даже в самых экстремальных условиях. Номер 6. Кровавый водопад. Одно из самых необычных природных явлений Антарктиды – так называемый кровавый водопад. Его вода имеет ярко-красный цвет, из-за чего кажется, будто из ледника вытекает кровь. На самом деле причина этого явления связана с химическими процессами. Вода, которая выходит из подледного озера, содержит большое количество растворенного железа. Когда эта вода контактирует с кислородом, железо окисляется и окрашивает поток в насыщенный красный цвет. Кроме того, в этом месте живут особые микроорганизмы, способные существовать без солнечного света. Номер 7. Прямоугольный айсберг. Иногда айсберги принимают очень необычные формы. Один из самых удивительных случаев произошел, когда ученые заметили айсберг почти идеально прямоугольной формы. Со стороны он выглядел так, будто его вырезали гигантским ножом. Однако позже исследователи объяснили, что это совершенно естественное явление. Такой айсберг просто недавно откололся от ледника, и вода с ветром еще не успели сгладить его края. Со временем подобные айсберги постепенно разрушаются и принимают более округлые формы. Номер 8. Вулканы в Антарктиде. Несмотря на ледяной климат, в Антарктиде находится несколько вулканов. Самым известным из них является вулкан Эребус. Он расположен на острове Росса и считается самым южным действующим вулканом на Земле. В кратере Эребуса находится постоянное лавовое озеро, редкое явление на нашей планете. Такие озера существуют лишь в нескольких вулканах мира. Интересно, что даже в столь экстремальных условиях рядом с вулканом были обнаружены микроорганизмы, которые способны выживать при высоких температурах. Номер 9. Поющие льды. Ученые обнаружили необычное явление. Ледники Антарктиды могут издавать странные звуки. Иногда эти звуки напоминают протяжные мелодии, похожие на игру на флейте. Большинство этих звуков находится на очень низких частотах, поэтому человеческое ухо их не слышит. Однако специальные приборы способны фиксировать эти вибрации. Они возникают из-за движения льда, сильных ветров и изменений температуры. Номер 10. Самый древний лед. В Антарктиде находится один из самых древних ледников на Земле. Возраст некоторых слоев льда превышает 1 миллион лет. Толщина ледяного покрова в отдельных районах достигает 3 километров. Каждый слой льда содержит пузырьки воздуха, которые сохранились с древних времен. Изучая их, ученые могут узнать, каким был климат нашей планеты сотни тысяч лет назад. Номер 11. Огромная ледяная пещера. Несколько лет назад специалисты НАСА обнаружили гигантскую полость внутри антарктического ледника. По размерам эта пещера может быть сравнима с крупным островом. Считается, что она образовалась из-за постепенного таяния льда. Пока ученым удалось исследовать ее только с помощью радаров и спутниковых технологий. Однако в будущем планируются экспедиции для более подробного изучения. Номер 12. Подледные озера. Под толщей антарктического льда скрывается целая сеть подледных озер. На сегодняшний день ученые обнаружили около 400 таких водоемов. Некоторые из них находятся на глубине нескольких километров и полностью изолированы от внешнего мира. Это значит, что вода в них могла оставаться неизменной миллионы лет. Номер 13. Останки динозавров. Миллионы лет назад климат Антарктиды был намного теплее. Тогда этот континент был покрыт лесами и богатой растительностью. В таких условиях здесь жили динозавры и другие древние животные. Недавно ученые нашли останки существа возрастом более 250 миллионов лет, одного из ранних предков динозавров. Номер 14. Загадочные космические явления. Антарктида также является важным местом для изучения космоса. Благодаря чистому воздуху и отсутствию светового загрязнения здесь работают специальные обсерватории. Некоторые приборы изучают космические частицы, прилетающие из глубин Вселенной. Иногда ученые фиксируют сигналы, происхождение которых до сих пор остается загадкой.